Если вы искали квартиру с тремя отдельными спальнями, с большой планировкой и еще в жилом комплексе в Батуми, то сегодня как раз я вам покажу именно такую квартиру в жилом комплексе Галилео. Мы сегодня посмотрим саму квартиру, посмотрим планировку, посмотрим текущее состояние самого дома. В общем, не буду затягивать, давайте начинать. Застройщик Колотози и его проект Галилео. Как я сказал прежде, это застройщик Колотози и его жилой комплекс Галилео. Это проект у застройщика первый и, пожалуй, самый долгожданный во всех смыслах этого слова. Строят они с керамического блока, из кирпича, и тут даже не надо отдельно ничего говорить про качество строительных материалов, потому что кирпич говорит сам за себя. Фасад здания сейчас еще не закончен. В дальнейшем его должны обшить люкобондом. Сейчас дом выглядит вот так, а в готовом виде должен выглядеть примерно так, как вы видите на рендере. Вообще это именно жилой комплекс, то есть он газифицированный, то есть это не гостиница, не апарт-отель. Это вот первая комната. На первых этажах здесь предусмотрены коммерческие помещения, там уже открылись какие-то мебельные магазины. И также здесь есть подземный паркинг. Место стоит $15 тысяч со слов застройщика. А еще, кстати, такой момент. Здесь достаточно тихо. Как в самой квартире, так и во дворе. Это действительно важно, потому что дом располагается возле дороги. Вот из окна, пожалуй, видно эту дорогу. Мы можем сейчас также выйти на балкон, посмотреть саму локацию. В общем, это адрес Багратиони 169. Прямо перед нами дорога. Если ориентироваться по сторонам, то вот с левой стороны, куда я сейчас показываю камеру, это направление в сторону аэропорта, направление в сторону Гонио. А справа, вот в той стороне, совсем рядом находится Вокс. То есть локация на самом деле не такая далекая, как может показаться. Если посмотреть на карте, я приложу ее сейчас к видео, то до Гранд-Молла здесь буквально 600, может быть 700 метров. Вот. Плюс хотелось отдельно отметить, что вот по словам застройщика, вот эта вот линия, наверное, там, где вот начинаются вот эти следующие дома, как бы по ней уже заканчивается центральная канализация. Так, это вот вторая у нас комната получается. Застройщик вообще, если мы продолжаем тему про коммуникации, подал заявку в САКАР на подключение газа. Я слышал, что в этом году вообще есть такая новость, что сейчас банки не выдают ипотеку именно в те дома, которые по проекту должен идти газ, и которые газ по каким-либо причинам не подключили. Здесь таких домов немало, и, в общем, банки не одобряют ипотеку. Кстати, если тоже кто-то что-то знает об этом, пишите в комментарии. Но здесь вот как раз первый плюс этого проекта в том, что уже заявку на САКАР подали, и надеемся, что не только газ подключит, а вообще, что дом сдадут в эксплуатацию, потому что у этого проекта есть неплохие шансы. И можно будет, наверное, торжественно перерезать ленточку в честь этого главного события года. Вот, у нас появится плюс еще один сданный дом в Батуми. Вообще, как я говорил в начале видео, проект уже строится давно. Стройка пришлась в том числе на период ковида, плюс сам комплекс достаточно масштабный, то есть быстро такое построить достаточно тяжело. Кроме того, застройщик рассказывал, что некоторые материалы приходили с большими задержками, например, вот канализационная система Гиберит. Для тех, кто, как и я, сначала не понял, что это вообще такое, Гиберит — это швейцарский производитель инженерной сантехники. То есть, проще говоря, трубы, соединения, стояки, другие системы, которые отвечают за подачу и отвод воды внутри здания. Сейчас, в общем, оборудование уже привезли. В блоке А, где мы находимся, тут уже все установлено. В блоке Б, по словам застройщика, они провели все это до 8 этажа. Если вы ищете именно просторные планировки в Батуми для постоянного проживания, то рекомендую обратить внимание
именно на этот дом. Здесь встречаются такие планировки с большой площадью, их можно рассмотреть. В первую очередь можно рассмотреть, наверное, квартиру, ту, которую я предлагаю. И вообще Галилео сейчас продаются квартиры в разном состоянии, можно найти варианты примерно и по $940 за квадрат. Они дешевле, конечно, но не потому, что там собственник решил сделать, скажем так, подарок человечеству, но просто там состояние намного проще, например, чем вот в этой квартире. Там просто бетон, кирпич, и дальше вот весь ремонт — это уже, так сказать, ваша задача, ваш личный квест. А здесь эта квартира, она стоит немного подороже, там получается примерно $1130 за метр. Но здесь уже выполнена часть черновых работ, то есть есть готовые перегородки, да, стены уже штукатурены, проведена часть электрики, вот как вы видите, да, часть коммуникаций. То есть вы платите не просто за те же квадратные метры, но еще за ту работу, которую уже сделали до вас. Плюс вместе с самой квартирой собственники отдают готовый дизайн-проект. И это, так сказать, не просто красивые картинки с диваном и вазой. То есть здесь полноценный проект, примерно на 55 страниц. Там есть планировка, расстановка мебели, розетки, оснащение, вентиляция, теплый пол, кстати, тоже там есть. В общем, не нужно начинать все с нуля. Вот, конечно, никто не заставляет делать ремонт строго по этому проекту, его можно изменить под себя, но основная работа уже продумана, и это большой плюс. Поэтому, пожалуй, сравнивать эту квартиру с квартирами черновой отделки не совсем будет правильно. Здесь, да, цена немного выше, зато покупатель получает более подготовленный вариант и уже готовую основу для ремонта. Если вам понравилась эта квартира, пишите мне в Telegram, ссылка будет под этим видео. Там же вы можете задать все вопросы по квартире и по самому проекту. Ну и на этом, пожалуй, все. Спасибо, что досмотрели. Увидимся в следующем видео.